Я — это ты. Я не хотел этого признавать. Пытался убедить себя в том, что ты не прав. Но сейчас все это не имеет значения. Я собираюсь убить тебя. Даже если ты вернешься в виде другого проклятия. Я убью тебя. Измени имя, измени форму, я все равно снова убью тебя. Мне не нужно искать причину и оправдание. Итадори – протагонист нового поколения, и дело не только во времени выхода аниме, а в самом главном герое. Многие, к моему сожалению, расценивают его как очередного картонного главного героя, который является миксом персонажей золотой тройки ХСТ. Называть его абсолютной копиркой у меня язык не повернется, и поведать свою точку зрения я попытаюсь через призму его истории, характера и трагедию, которую он испытал на своем жизненном пути. Приятного тебе просмотра! Путь Юдзи начинается с бремени из-за потери единственного родного человека, который у него был – родного дедушки. Пусть это и был своеобразный человек, но Итадори любил его и любил настолько, что его не волновала судьба его родителей, ведь правду о них Юдзи не желал слышать. Они с дедом частенько припирались друг к другу, но это выглядело как баловство дедушки и внука. Он гордился Итадори и пусть и не мог открывать свою душу, попросил Итадори в первую очередь помогать людям. Даже если ты просто протянешь им руку, даже если ты что-то теряешь или они будут тебе неблагодарны, помогай им. С такими последними словами дедушка Итадори умер. Юдзи не воспринял это как трагедию, ибо с его слов, если бы он заплакал, его дед отчитал бы его с того света. Это говорит о стальной воле главного героя как обычного человека, а не центральной фигуры произведения, и о своеобразной любви, которая была между ним и его дедом. Всегда помня последнее желание близкого человека, Итадори рвется в бой, напоминая себе, что смерть его дедушки не была глупой, а вот быть сожранным проклятием куда страшнее. На деле же бремя желания деда тяжелым грузом легло на плечи Юдзи, и каждый раз, когда он испытывал страх или хотел умереть, он вспоминал эти слова как мантру: «Помогай людям». Однако, столкнувшись с противником, который тебе явно не по силам, ты упираешься в тупик. Итадори нашел глупое решение из этой ситуации в виде пальца Сукуны, который дарует силу. Отсюда и начинается точка невозврата. История юнца, который хотел спасти людей, но носил в себе проклятие, уничтожающее их. Как бы иронично это ни звучало. Выбор у него был невелик: умри сейчас или потом, как соберешь все 20 пальцев двуликого демона. Итадори не стал грустить, плакать, биться в истерике, а задал лишь один вопрос: если этот Сукуна исчезнет, количество спасенных людей увеличится? Как вы сами понимаете, долго Юдзи не думал, его не особо заботил выбор: умри сейчас или умри потом. В этом плане он правильный Dead Inside, которого заботило лишь спасение других людей. Именно поэтому он решил быть сосудом, и сколько бы ему ни осталось, все это время он потратит на помощь другим. Но все это мировоззрение надламывается сразу же в 3 главе, назвав причину директору, мол, это последнее желание дедушки. И меня не волнуют детали, я хочу лишь следовать и исполнить его. Директор разозлился из-за такого ответа, ясно дав понять почему. Скидывать свою мотивацию на слова другого человека — это равносильно тому же, что перед смертью винить этого самого человека в происходящем. Тогда до Итадори дошло: наставление деда — это не причина, это напоминание, зачем и куда он движется. Истинная же цель в том, чтобы не испытывать сожалений, если он сейчас сбежит и продолжит жить. Сама мысль о том, что из-за Сукуны умирают люди, будет пожирать его. Ведь именно он был тем, кто смог бы собрать все пальцы и искоренить его. Причина, по которой он будет сражаться, не в словах дедушки. Причина и цель одновременно в нем самом. Грубо говоря, мы уже видим 3 метаморфозы Юдзи всего за 3 главы. От ученика старшей школы, далее обремененного последними словами деда, до самостоятельной личности, у которой слова деда стали лишь напутствием, а не исконной причиной. Всего за 3 главы нам показывают в первую очередь человека, который развивается, спотыкается, находит и теряет себя. И, конечно же, заводит новые знакомства. Впереди у Юдзи будет путь полный как сложностей, так и приятных моментов. Итадори укрепил и без того хорошие отношения с Годжо, побратался с Мегуми и Набарой, завел настоящих друзей, с которыми был готов продолжить свой путь. Но следующая сцена, которая нам интересна, находится чуть дальше, в 7 главе. Первое столкновение с особым уровнем и сожаление с виной, о которой говорил директор. В начале сражения Итадори тут же отрезают руку. Не поддаваясь панике, он пытается сражаться. Пробует выиграть время для Мегуми, чтобы тот нашел Набару, но в сражении осознает: ему не победить. Да какой победить, ему не выжить. Он пытается сдерживать натиск врага, однако его руки буквально стирает сантиметр за сантиметр с адской болью. В этот момент в его голове смешались 2 мысли: последние слова деда «помогай людям» и вопросы: почему он должен страдать?
Если бы я не съел тот палец, если бы меня не было здесь. Это очень контрастный момент, ибо мысль, о которой говорил директор, которая была противна Юдзи, сейчас реализована перед ним. И от этого ему хуже всего. Понимая это, он изо всех сил отвергает ее и саму свою суть в текущей ситуации. Ненавидит себя. Весь этот предсмертный поток направляется в одно единственно правильное желание – стать сильнее. Отринуть собственную слабость, ненависть, страх и сожаление. Эта решимость не является пустым звуком и ломает планы даже Сукуны. Вырвав сердце из тела Итадори, Двуликий мог прожить и без него. Это была страховка перед Юдзи, чтобы они не поменялись местами. Однако это не сработало, наш протагонист находится на стыке двух крайностей. Он любит жизнь, но готов пожертвовать ей в любой момент. Это и есть решимость Юдзи, что он и доказывает не словами, а действиями. Основное его развитие как персонажа лежит в дальнейших арках и последствиях после них, а именно во взаимоотношениях с Дзюнпеем, Сукуной и Махито, видеоролик по которому вы сможете найти у меня на канале, плейлист «Магическая битва». Знакомство с Дзюнпеем у такого человека как Юдзи задалось достаточно быстро, особенно когда тема разговора была про любимые фильмы первого. В гостях он также быстро нашел общий язык с его мамой. В ходе веселого вечера мы узнаем отношение Юдзи к убийствам. Он боится их, ведь при их совершении теряется ценность жизни. Как иронично, ибо именно после этих слов Итадори встанет на путь убийств проклятий. Эта мысль в первой своей фазе закрепилась во встрече с Махито, которая ознаменовала кончину новоиспеченного друга Итадори Дзюнпея. Юдзи познал отчаяние, понимая, что единственный, кто сможет спасти Дзюнпея от смерти, это Сукуна. Он обратился к нему за помощью, чтобы тот на любых условиях помог ему. Однако Двуликий злорадствовал, издевался над Итадори. Проклятие показало, что значит для него человеческая жизнь. В этот момент до Итадори дошло. Сукуна никогда не будет ему товарищем. В отличие от остальных аниме, тут демон внутри тебе не компаньон. В магической битве это тварь, которая жаждет завладеть твоим телом, стереть твою личность и тебя самого. Никакого контакта и дружбы здесь точно не будет. Наоборот, все будет только хуже и хуже. Кульминацией всех этих мыслей о проклятиях, которые и есть зло, был момент с накопленной злостью Итадори, которую он впервые за произведение испытал. И дал этой ненависти по отношению к другому существу вырваться на волю. Истинные намерения Итадори не соответствовали его деятельности шамана, и он предпочел не изгонять проклятие, стоящее перед ним, а выпотрошить. Именно этого жаждала его душа. Катализатором этих мыслей и стремлений был Махито. Его развитие тесно связано с Итадори. В произведении это прямое столкновение протагониста и антагониста, которые совершают действия прямо пропорциональные друг другу и являются полной контрой каждый для каждого, как в плане морали, так и развития, как личностей. Один в процессе эволюции и развития принял убийство проклятий как избавление от зла, которое они несут, конечно же во имя добра. Второй считал людей устарелой расой и желал заменить их сверхлюдьми, то есть проклятиями. Данное мировоззрение будто бы намекает, что для Махито люди также являются источником зла, а сам же он считает себя добром. Правда, убивая всех без разбору, не ценя ни одну погубленную им душу, но полностью эту тему я раскрою немного позже. Самая важная часть в развитии Юдзи лежит в арке инцидента в Сибуя, лучшей арке всей магической битвы, когда же наш герой стал превозмогать сам себя, ломаться, подниматься и вновь ломаться. Началось все с запечатывания Годжо, человека, который привел Итадори в мир шаманов. Сделал сильнее как для защиты других, так и для самого себя. Защитил его от преждевременной казни и возложил надежды, поверив в него, как в мага нового поколения, который будет стоять наравне с теми, кто изменит мир шаманов и сделает мир людей чище и безопаснее. Запечатывание Годжо Итадори, конечно же, не сломило, скорее дополнило список целей, но легче от этого точно не стало. И вот, мотивация получена, пора бы как бы ебашить уже. Однако это не стандартный сёнэн, где мотивация, полученная несколько минут назад, дает тебе буст к силе и рефлексам. Имея боевой настрой, конечно же, будучи готовым, Итадори проиграет свою следующую битву. И это будет началом главного греха, который Юдзи сотворит своими руками, но не сознанием. Его телом завладеет Сукуна. Дальнейшие разрушения и смерти будут на его счету. Исчисляются ли они сотнями или же тысячами, десятками тысяч, нам неизвестно. Однако все в огромном радиусе было стерто с лица земли. Лицо Итадори в этот момент дает нам понять. Он раздавлен.
Последнее наставление дедушки о защите людей было стерто его руками, но не по его воле. Вспоминая, что натворил Сукуна, он не выдерживает, его тошнит, он падает на колени, и вопрос, который он задавал себе на грани жизни и смерти в 7 главе, исчез. Теперь он не думал, почему так сложилось, что он должен быть казнен. Он больше не чувствовал себя жертвой. Теперь он просто хотел умереть. Слова деда повторялись в его голове, но действительность не могла спокойно воспринимать их, помогая людям. Он видит, как его же руками они стираются тысячами. Пусть тебя окружают друзья. День за днем он становится все более и более одиноким. Действия Сукуны он переносит на себя, и я не знаю, какую силу воли нужно иметь, чтобы продолжить сражаться, чтобы продолжить сам путь. Итадори же просто не может сдаться, иначе он будет считать себя убийцей, хоть ни в чем не виноват. Злой, пустой и сломленный в этот момент. И пережив такое, ты думаешь, это конец, куда еще хуже. Но это еще не все. Только собрав остатки воли в кулак, он бежит спасти своих товарищей. Нанами, Набару, Мегуми, Годжо-сенсея. И видит первого, которого Махита пробил насквозь. Последние слова, адресованные Юдзи, были следующие. Итадори, дальше ты сам. Чувства вновь захлестнули его, уже не желая вдаваться в грусть, он полностью концентрируется на бое. И когда уже он начинает доминировать, в его сердце подкрадывается надежда, что он до сих пор не одинок. Однако в магической битве ей нет места, поэтому надежда обернется очередной катастрофой, с потерей Набары. За одну арку он лишился Годжо, Нанами, Набары. Сукуна завладел его телом, уничтожил тысячи человек. Последнее желание дедушки было распятнано. Он вновь погрузился в бездну отчаяния. Его нервная система дала сбой. Эмоции, что он так держал в себе, вырвались, перемешанные друг с другом наружу. И если бы не Тода, он бы так и остался на дне. Но уже в статусе мертвеца. Он напомнил ему, что Кугисаки и Нанами были чародеями, и до тех пор, пока Итадори жив, они не будут по-настоящему повержены. Ища смысл в смерти, он будет рушить воспоминания о тех, кого потерял. Вспомни, что они доверили тебе. Это и значит быть чародеем. С этими мыслями о их памяти он поднялся, взяв свои грехи с собой, не используя их как уловку для побега в этот раз. Поднялся для того, чтобы нести на своих плечах и ношу Нанами с Набарой. Но случай ли всему виной? Обстоятельства? Нет. Злом в арке Сибуя выступает лишь один человек. Махита. Отражение главного героя. Он и Итадори реверсивные отражения друг друга. Сколько добра в протагонисте, столько же и зла в антагонисте. Сколько людей убил Махита без сожалений и раздумий, столько же проклятий убивал и сам Итадори. Правда, порой и с сожалениями, и с раздумьями. Это показывает разные стороны одной позиции, с тем условием, что Махита понимал это, а Итадори нет. Именно поэтому первый был так зациклен на втором и эволюционировал в последний раз, ставя сам себе условия. Я, как новый человек, буду рожден только после твоего убийства. Однако крупное различие между ними все-таки было, и это сознательность, которая дает решимость. Вся проблема Махита в его садизме, точнее в некотором аспекте данного термина. Он обожает причинять вред другим, еще и конспирологический, потому что любит играться с душой. Но когда находится человек, способный причинить вред ему самому, то есть повредить форму его души, он жаждет скорее избавиться от него, нейтрализовать источник опасности, способный причинить ему боль. Эта уязвимость лишает его решимости бороться, показывая истинную суть Махита. Он просто жалкий ребенок. За его напыщенностью, бравадами стояло никчемное желание причинить другим вред, при этом оставаясь нетронутым. Но столкнувшись со спокойствием и решимостью Юдзи, он становится обыкновенным трусом, жертвой, убегающей от хищника. Акутами отлично показал это в последних кадрах. Обратите внимание на форму глаз у Махита. Он действительно напоминает зайца, травоядного и окутанного страхом. А Юдзи, в свою очередь, напоминает хищника, молодого волка, понимающего, что добыча от него уже никуда не убежит. Большую же моральную ценность несет не сам страх, а сама его причина. Махита стал жертвой своей же инициативы и своих же действий. Он так яро навязывал свои мысли Итадори, что тот наконец-то принял их, и сам факт принятия и вызывает страх, ибо подкреплен он словами, которые не являются ложью. Цитирую. «Я — это ты. Я не хотел этого признавать. Пытался убедить себя в том, что ты не прав. Но сейчас все это не имеет значения. Я собираюсь убить тебя. Даже если ты вернешься в виде другого проклятия. Я убью тебя.
Измени имя, измени форму, я все равно снова убью тебя. Мне не нужно искать причину и оправдание. Играя с огнем, Махита не то чтобы обжегся, а понял, что сейчас он сгорит, и проклятие, которое было рождено из людских страхов, впервые само испытало страх. Весь этот образ, который он строил, ломается, и он сам осознает, что он не что иное, как людское порождение. Порождение тех самых людей, от которых он желал избавиться, что принижает его перед ними. Но чем же помимо поражения Махита и потери Итадори закончился инцидент в Сибуе? Годжо был признан преступником, также был изгнан из мира шаманов. Открытие печати, освобождающей его, также являлось преступлением. Масамичи, директор, который принял Юди в магический колледж, также был приговорен к смерти. Итадори был приговорен к незамедлительной казни, из его близких друзей остался лишь Мегуми. Все другие либо потеряны, либо мертвы. Юдзи покинул магический колледж и скрывался от людей, втайне истребляя проклятие. Он все еще считал, что много человек погибло по его вине, из-за того, что он не удержал Сукуну. И если бы не Мегуми, самокопание продолжилось бы очень долго. Однако предложение Фушигура он принял с одним условием. Если его телом вновь завладеет Двуликий, они должны убить его до полной интеграции Короля Проклятий, чтобы тот никому не навредил. Новой задачей наших студентов было освободить Сатору Годжо, их учителя. В арке смертельной миграции нам интересны два момента. Первый прорабатывает прошлые травмы и отношения Итадори к самому себе. Второй добавляет новый, но и раскрывает персонажа еще лучше. Итак, по порядку. Есть такой персонаж Хугурума. Его способность заключается в судебном процессе. В этой территории запрещены насильственные действия, тебе выдается приговор. У Хугурумы есть доказательства. От тебя требуется дать показания, отвести от себя подозрения и заслужить оправдательный приговор. Один раз соврав, Итадори лишился проклятой энергии на время сражения. Но в сражении нас интересует следующий пункт со вторым обвинением, где статус виновного означает смерть. Юдзи подозревается в массовом убийстве в Сибуе. Итадори признал это и взял вину на себя, с тем условием, что Хугурума знал не то чтобы смягчающие обстоятельства, а причину его невиновности, ведь всех убил не он, а Сукуна. Что это говорит о протагонисте? Итадори берет на себя грехи Двуликого и чувствует вину за собственную слабость, в очередной раз давая нам понять, что внутри него недопонятый демон, а самое настоящее зло, за которое он чувствует вину и признает ее, и более того пытается исправить. Именно Двуликий является основной его проблемой, вкидывая в сюжет все больше и большие проблемы. Это и есть второй пункт. Единственный, кто остался у главного героя, Мегуми, и именно его он и лишился. Сукуна забрал его тело, проделывая с ним то же самое, что и с Итадори, опуская душу Фушигура все глубже и глубже в отчаяние, оставляя Юдзи совершенно одним по своей сути и продолжая буйствовать. Он потерял учителя, потерял второго учителя, лишился близкой подруги, близкого друга, осознал, что именно он был убийцей своих биологических братьев, и это с тем условием, что еще и чувствовал себя виноватым за действия Короля Проклятий. Но в этот раз Юдзи и не подумает опустить руки, лишь подконтрольный гнев окутывает его. То, что Сукуны больше нет в его теле, уже его не волновало. Он хотел лишь убить его, и если надо, он сожрет любую дрянь. На момент написания сценария была выпущена 221 глава. История Итадори еще не закончена, и ролик в дальнейшем будет дополнен. Сейчас же хочется сказать, Итадори чувствуется максимально живым персонажем. Вначале он идет шаблонной дорожкой героев сёнэна. И лично мне уж больно напоминает Ичиго с его манией спасения и защиты. Однако от арки к арке раскрывается все больше и больше. Сейчас решимость Итадори мало что может сломить, хоть он и остался один, но помнит о бремени, которое несет на своих плечах. Ибо пока он жив, никто из его товарищей по-настоящему не погибнет. Однако есть и свои нюансы, точнее замечания от меня. При всей этой невероятной решимости в моих глазах персонаж не до конца ощущается живым. За всю мангу с ним была пара по-настоящему продуманных диалогов. Сам он частично клиширован, и сейчас своей непробиваемостью он может отталкивать большинство зрителей. Но это лишь мое мнение. Так что вернемся к мотивации Итадори. Я уверен, на возвращении Годжо ничего не закончится. Он вернет Мегуми и дождется возвращения Набары, и команду главных героев мы увидим вновь. У него хватит сил и воли, чтобы закончить путь, который он проложил своими стараниями, кровью и потом. Ведь если бы Итадори надо было описать одним словом, я бы выбрал несокрушимый. С тобой был Рабаши, лучшая благодарность за ролик — это его оценка.
Также, если тебе нравится мое творчество, рекомендую подписаться на канал и группы ВК с телегой, куда я дублирую контент и информирую о процессе работы. А шейхам отдельная благодарность, но в частности Егору и Томми, которые выкупили тему с Итадори на прошлом аукционе. Обнял вас.